Привет! Наверняка у всех в 90-е была приставка Dendy, и скорее всего многие помнят игру Road Fighter. Если не помните, то вот она сейчас на экране. Мы устроим челлендж и попробуем повторить механики из этой игры в Articulate Storyline. Так сказать, продемонстрируем, что Storyline может многое. Ну или убедимся, что не может. Условия челленджа простые. Первое. Не используем JavaScript вообще, иначе весь смысл мероприятия теряется. И второе, не будем использовать гифки или видео, только стандартные анимации сторилайна. Поехали. Создаем новый проект. Тут я решил, что название Road Fighter нам не подходит. Оно недостаточно эпичное, поэтому называем Super Road Fighter, чтобы все сразу понимали, что игра невероятно хороша прямо по названию. Создаем три сцены. Стартовый экран, слайд с самой игрой и финальный слайд. Настраиваем плеер и добавляем изображение дороги, машин и города, которое я скачал на фрипике. Немного изменяем размер изображения. Самая красивая машина из пака явно красная, так что ей мы и будем управлять. Помещаем машину на дорогу, немного уменьшаем. Вот так примерно будет выглядеть наша игра. С визуалом закончили. Переходим к перемещению машины. Она должна у нас ездить влево и вправо по нажатию кнопок влево и вправо. Все логично. Добавляем анимации движения. На глаз устанавливаем расстояние и время движения. Не забываем поставить относительные точки старта, чтобы анимация начиналась с того места, на котором сейчас стоит машина. Ставим триггеры при нажатии каких кнопок, куда машина должна поехать. Пробуем. Все работает. Машина едет, и едет она куда угодно. Хоть по дороге, хоть без дороги. И если зажать кнопки движения, то машина начинает телепортироваться. Нам это не нужно, мы за реализм. Сейчас будем исправлять. Добавляем переменные, которые будут следить, движется ли сейчас наша машина, и отслеживать ее положение на дороге. Кстати, я уменьшил как расстояние, на которое машина должна двигаться, так и время движения. Добавил, так сказать, динамики игре. Так, теперь выставляем триггеры, которые будут отслеживать, движется ли сейчас машина, где она находится. И также добавим триггеры, которые не будут разрешать нашей машине телепортироваться и ездить по газонам. Проверяем, ничего не работает. Это тоже результат. Немного поменяем триггеры местами и добавим дополнительные условия там, где забыли. Проверяем, не работает. Ну и ладно. Выведем значение переменных на экран, чтобы понимать, что вообще у нас происходит и почему все это не работает. Еще покрутим триггеры, добавим доп. Условия. Все, теперь все работает как нужно. Кстати, я сразу добавил анимации для движения города и дороги и зациклил их. Теперь дорога и город у нас тоже движутся. Выглядит, конечно, так себе, лучше бы я использовал гифки, ну или видео. В следующий раз нужно, конечно, пересмотреть условия челленджа. Теперь переходим к врагам. Создадим прямоугольник, сделаем его прозрачным, добавим кучу стейтов с разными скинами машин. Теперь ставим врага на дорогу, добавляем движение и ставим триггер, что если наша машина врезается во врага, то мы переходим на следующий слайд с концом игры. Возможно, нужно было бы добавить жизни, как это было на Денде. Но на Денде была игра, а у нас практически симулятор. Как мы знаем, у машин нет жизней, так что добавлять мы их не будем. Проверим, что получилось. Действительно, нас переносит на последний слайд. Игра почти готова. Копируем нашего врага 3 раза, поменяем время анимации для каждого врага и отредактируем триггер, что если врезаться в любого врага, то нас перенесет на финальный слайд. Теперь осталось сделать случайное появление врагов. Это самое скучное. Так что я решил заняться стартовым слайдом. Сгенерировал великолепную картинку через нейросеть. Вы можете сказать, что стартовая картинка не подходит под стиль игры. Но в свое оправдание скажу, что обложки картриджей на Денди вообще не имели ничего общего с игрой. У нас хотя бы машина есть, так что в этом мы Денди опять переиграли. Осталось сделать великолепный эффект появления и исчезновения надписи и зациклить его. Все, я просто в восторге. Возвращаемся к врагам. Создаем переменные со случайным номером машины и случайным скином этой машины. Плюс создаем еще 4 переменные, которые я потом не буду использовать. Добавляем человека секундомер и зацикливаем ему анимации. В конце каждой анимации получаем случайное значение для переменной с врагами и аналогичную процедуру делаем для переменной со скинами. Когда наша переменная меняется, мы запускаем анимацию врагов. Все работает. Дело за малым. Нужно менять скины врагов. У нас 4 вражеские машины, на каждой по 7 скинов. Нам потребуется 28 триггеров. Великолепно все работает, сделаем финальный слайд. Опять воспользуемся нейросетями. Ну и добавим в игре цель. Нужно набирать очки. И будем записывать лучший результат. Добавим переменные и будем выводить их на экран. Плюс сделаем кнопку рестарт. Главное не забыть обнулить значение всех переменных, иначе получится что-то непонятное. Добавим меню со значением переменных и будем увеличивать наш счет каждый раз, когда появляется новая машина и каждый раз, когда она исчезает.
Проверяем, получилось. Перекрасим меню, черный уж очень некрасиво выглядит. Вот теперь все. Наша игра превратилась просто в шедевр. Итого, игра готова, JavaScript мы не использовали. Если немного поработать над балансом, то может быть получится что-то играбельное. Я считаю, что испытание пройдено.